Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Итак, проверка качества звука. Добрый вечер. Добрый вечер. Бандитки и бандиты. Экзотанкисты и экзотанкисты. Пожалуйста, поставьте плюсик, если вы слышите мой голос. Я сам себя слышу. Сейчас, подождите, я могу сам проверить. Да, голос есть. Все, звук есть. Спасибо, иллюзия. Итак, дамы и господа, всем приветствую. Сегодня у нас внеочередной стрим. Сегодня понедельник, 21 декабря. Да, внеочередной, потому что мы привыкли с вами проводить трансляции по средам и пятницам в 19:00 по московскому времени, да. Но сегодня все-таки мы решили, ну лично я, да, вот проявил инициативу, мне захотелось, да, вот провести такой внеочередной стрим, да, потому что игра совсем недавно вышла в релиз, и хочется мне больше играть. Я специально после того момента, как в пятницу выполнил все задания, не выполнял задания в субботу, в воскресенье, чтобы накопить их побольше. И вот сейчас уже вам рассказать о том, как это все, механика ежедневных заданий работает, как они пополняются. Я, по-моему, для себя могу сказать, что четко понимаю, как это все делается. Вот, хочу при вас это уже сделать. Также сегодня в Дискорде я заметил то, что количество игроков в Дискорде прибавилось. Означает, что появляются все-таки новые игроки. Релиз на Free-to-Play он имеет свои определенные плоды. Поэтому, если здесь данную трансляцию вы видите в режиме онлайн, да, всех вас еще раз приветствую. Если вы видите это по записи, то я вас также приветствую. Сегодня наша трансляция, она будет немножко тематическая. Мы будем чуть больше говорить о таких вот базовых вещах, на которых обязательно нужно сделать маленький акцент, потому что не все, да, вот игроки сразу с первого раза, которые заходят в игру, запускают, устанавливают, сразу понимают, в чем отличие данного проекта от других, да, вот, и в чем определенные уникальные особенности. Вот, мы поговорим обо всем, об этом. Вот, если у вас какие-то будут вопросы, опять же, обязательно пишите в чат. Вот, в чат на ютубе, это вот я непосредственно на ютубе стримлю. Вот, поэтому такие вот дела. Борис Роу, добрый вечер. Если кто-то есть еще, пишите. Буду отвечать на ваши вопросы. И перед тем, как стартануть, естественно, хочется, как же, у нас же ведь есть некоторая традиция, да, вот сегодня, помимо того, что у нас стрим внеочередной, да, сегодня такой большой интересный праздник. А именно сегодня день зимнего солнцестояния. Что это такое, да? Вот. Данная дата уникальна для каждого года, в каждом году, да, вот зимой есть день, когда он самый короткий и самая длинная ночь. Именно после этого дня, ну то есть ночью с 21 декабря по 22, да, вот у нас в северном полушарии происходит самое долгое по абсолютному значению в модуле, да, вот течение ночи. Поэтому можно будет смело говорить, да, что вот примерно к середине зимы вот по природному календарю мы с вами уже подобрались. Поэтому я вас всех с этим большим праздником поздравляю. Вот, в России, ну, в странах СНГ, на Руси это называлось праздником Карачуна, да, либо Корочуна. Давайте-ка прочитаем, что же это значит, да. Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун, божество смерти, подземный бог, повелевавший морозами злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток. Слуги грозного Карачуна медведи-шатуны, как интересно звучит, да, медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны и метели-волки. Считалось, что по медвежьему хотению и зима студеная длится. Повернется медведь своей берлоги на другой бок, значит в зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. Вот. Отсюда и поговорка: на солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой. Вот. Ждем, пока мои союзники закончат игру, и уже, может быть, стартанем. Да, вот, давайте. Поэтому в народе понятие Карачун
в смысле погибели смерти, используется до сих пор. Вот. Поэтому сегодня у нас непростой день. Вот, да, вот мы вспомнили, да, что праздник издревле начал. Вот, поэтому еще раз хочу вас поздравить. Ну, сейчас же вот сейчас в современное время мы с вами понимаем, что это именно та природная дата, после которой уже дни становятся длиннее, а ночи корочее. Коротее, да? Но мне больше нравится корочее, потому что карачун, корочее. Такое, знаете, созвучие некоторое есть. Ну что ж, дамы и господа, давайте стартанем игру. Надеюсь, мои союзники не против. В Дискорде я прочитал сегодня о том, что большое количество игроков появилось новых, да, и кое-кто даже жалуется на то, что игроки очень высокого уровня. На самом деле мне очень-очень приятно то, что игроков появляется больше и есть против кого можно будет воевать. Хлебнем водички, да, для разогревчика. Мы за здоровый образ жизни, поэтому воды нужно пить побольше. Особенно в такой профессии, как у меня, стримерской. Игра началась, я слышу, что звука нет, поэтому сейчас зайду в настройки и включу. Сделаю погромче. Видим то, что они все союзники. Ага, Курлык. Какой никнейм, хороший Кардел ГГ скин. Давайте-ка возьмем мы с вами клинка. Клиночек, наш клинок. И сразу заходим в настройки, увеличиваем громкость звука до 50. Это у нас средний такой звук. Нет, даже не 50. А давайте сделаем 29. Хорошее значение. Вот. К которому мы будем стремиться. Давайте посмотрим, да? У нас первая карта, контроль маяков, поле битвы, Нерю, потерянная колония. Нужно контролировать маяки. Итак, давайте начнем с того, что сама по себе игра представляет некоторую смесь шутера с такими механиками, со способностями. Да? Это шутер со способностями. В первую очередь, да, где в качестве основного персонажа выступает танк. То есть танк, ну то есть зачастую, на самом деле танк это очень узкое понятие, да, которое особенно для этой игры мы с вами потом увидим, что здесь есть не только танки, но и другого рода боевые машины. Поэтому говорить танк не совсем правильно, нужно говорить экзотанк или боевая машина, да, вот. Я хотел сказать боевой автомобиль, но это тоже не совсем правильно, вот. Поэтому каждый человек, каждый игрок в одной определенной команде, в команде по 5 игроков, выбирает себе своего персонажа именно боевую машину. Каждая боевая машина обладает некоторым уникальным набором характеристик. Да, вот в моем случае я вот выбрал танк, клинок, или по-английски это звучит как Blade. Под набором уникальных, помимо набора уникальных характеристик, а именно там скорость атаки, количество урона с основной способности, да, с основного орудия, есть еще 4 уникальные способности, которые можно нажимать, у которых есть свое время отката, есть свой тип урона, который наносит, да, и ультимативная способность, она также входит в эту четверку. Вот, мы сейчас, как только апнем уровень, мы с вами и проверим, да. Чтобы узнать, как работают способности, вы можете нажать клавишу F2. Здесь будет описание. Вот оно, основное орудие Strix в моем случае. Потом орудие Стрега, это способность на кнопку Q. Ремонтная батарея. Перегрев орудия Стрега на букву F, да. И правая кнопка мыши, это снайперский режим. Ведь стрелять можно не только на близкой дистанции, но и издалека, приближая экран. Видимо, мой союзник Амадеус помогает мне захватывать точку, но, видимо, пока что союзник находится здесь, я могу поехать и помочь другим моим союзникам в войне. Поехали. Как только мы увидим, ну, то есть, прежде чем, наверное, говорить о том, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока что я непосредственно
поезжал к союзникам спасать, да, моего же друга Амадеуса сразу же решили с двух сторон, да, вражеские экзотанки поймать. Ну что ж, будем стрелять до тех пор, пока не наберем минимальное количество ремонтных снарядов, потому что данная механика является ключевой при игре за персонаж, на котором мы играем, да, ведь все его способности, а именно дополнительное орудие стрега и перегрев орудия стрега, они наносятся за счет своего личного своих хитпоинтов. Так, как только мы апнули второй уровень, вот здесь, да, снизу написано от количества кубиков означает количество текущий уровень. В данном случае у меня это 2 кубика, и теперь мой танк имеет второй уровень. На втором уровне у нас в юзер интерфейсе появляется вот такая вот выбор из 2 талантов, да, вот вы всегда можете выбрать какой-то один и нажать на F1 либо F2, который вам больше по вкусу, больше по душе. Я хочу, конечно, сейчас взять талант на быструю стрельбу, потому что считаю, что в данной игре будет более выигрышно, да, непосредственно ее качать. Вот. И будем дальше. Хочется сказать, что при повышении уровня танка, экзотанка, да, и боевой машины, таланты даются не на каждое повышение, да, то есть только на второе и четвертое. На третье и пятое дается усиление в виде увеличения максимальной прочности здоровья. Естественно, мы об этом, конечно, дойдем, как только, так сразу. Сейчас первая игра была очень быстрая, очень хорошо мы победили, потому что не дали ни единого шанса врагам перезахватить точку. Это была очень хорошая командная работа. Наверное, если была бы возможность похвалить, я бы так и сделал. Давайте снипер, мистер снипер добавим, друзья, потому что он у меня в пати есть. И стартанем в следующую. Пусть пока ищется, мы с вами посмотрим, какие у меня задания есть. Итак, из заданий ежедневных, помните, в пятницу во время очередного стрима, да, мы выполняли все задания, мы закончили все 3. Сегодня мы видим, да, что легкое задание это сыграть 3 игры за техника, среднее задание это выиграть 3 игры за танк ГНД Дракон. Давайте сразу покажу. Вот ГНД Дракон, он у меня открыт. Вот. И сложное задание, посмотреть сложное задание не получится. Поэтому, опа, не все игроки готовы к бою. Значит, с той стороны, да, скорее всего, с стороны врагов кто-то не принял. Сейчас мы продолжаем искать игру и смотрим. Я нажал, еще раз перепроверяем. Все было нажато. Опять со стороны той вражеской кто-то не принял игру. О, вот нас наконец-то кинуло. Ну что ж, давайте возьмем тогда себе техник, будем механиком. Механик, давайте вот расскажем. Мы с вами говорили, обсуждали в прошлой игре непосредственно танк-клинок, да? Но нужно обязательно сказать, что все экзотанки, боевые машины делятся по своеобразным ролям, да? Вот есть роль штурмовик, и есть роль защитник и техник. У каждого своей роли есть предпочтительные паттерны поведения и определенного рода набор характеристик с перекосом в ту или иную сторону, да? Непосредственно у техников больше сопортящих, помогающих способностей, которые там хилят, лечат союзников, увеличивают там его защитные свойства. Почему разработчикам бы не сделать, если кто-то не принимает, не считая взводы, то ее просто в бой не закидывала, а остальных закидывала. Ну смотри, только что приветствую тебя, Мойс, очень рад тебя видеть. То есть любители уже не принимать и сбрасывать. Привет, мафия, добрый вечер, папа Сталин. Очень рад вас всех видеть, да. По-моему, только что сейчас так и произошло, да. Мы с вами приняли, а кто-то там и с другой стороны не принял, и мы с вами зашли в бой. Приветик, Валера, да. Вот. У нас закинуло, а вот кого-то там не закинуло.
насколько я понимаю. Единственное, что меня, знаете, немножечко заволновало в данном случае в начале драфта, да, то, что если игроки с той стороны, они зашли, вот у них не совсем большие уровни, а у нас очень высокие, да, вот у меня тот самый 20-й, а у моих союзников у кого-то тут 30-й плюс, поэтому, ну, я надеюсь, что это не сильно отпугнет врагов, но... Так вот, мы с вами только что обсуждали, что каждая экзотанк, боевая машина, она принадлежит к одному из общепринятых стандартных ролей, да? Вот у меня роль получается саппорт. Из моих способностей, которые есть у меня, вот можете, ой, вот так вот, да, можете потом, я вот показываю, можете поставить на паузу и прочитать. Я потом, в принципе, буду рассказывать, что я делаю и как. Нас основная задача сейчас захватывать как можно больше точек. Вот, видим, вражеский танк стреляет на нас, да, вот. И видим, что наш Амадеус, союзник, он получил урон, поэтому постараемся его по максимуму захилить. Вот, хилим. И вешаем дебаф на вражеский танк Шторм. Но Шторм вражеский тоже не лыком шит, да, как лыком от слова клык, да. Помните вот эту мою шутку, да? Лык либо клык, не клыком шит. В принципе, это было бы, ну, типа, интереснее. Ой-ой-ой. Враги, в принципе, тоже хорошо играют. Давайте-ка заедем и глянем, как мы можем засейвить своего союзника. Морд, держись, братан. Держись. Кто же тут у нас? Celestial Bing. Вешаем дебаф. Ага. И стреляем. Игрок по никам Паук. Так, вешаем. Все время наша основная задача следить за тем, чтобы как можно чаще использовать свои способности. Мы хилим союзников и дебафаем врагов. Ой-ой-ой. Ага, видите, мы тут стояли, а союзная турель, получается, стреляет в нас. Так, хилим, дебафаем, дебафаем, дебафаем. Хорошо, хорошо. Смотрим, следим за передвижением союзных танков. Интересно, что происходит. Как говорил, знаете, персонаж из телесериала «Солдаты», интересно, девки пляшут. Помните, замполит такой был еще? Когда я был, ну, помоложе, я очень любил этот сериал. Так, делаем хил. Хилим себя самостоятельно. Берем, конечно же, талант на альфа-ремонтник, потому что в данной ситуации конкретно, мне кажется, по моим субъективным ощущениям, нужно больше хилить по возможности и играть союзниками. Ой-ой-ой. Все. Пока что я воевал против одного персонажа, второй наехал на меня. Смотрите, уже имею 5 ассистов, одну смерть. Но пока ни одного килла нет. Поехали дальше. Моя основная задача поддерживать союзников. Наверное, одна из моих ключевых ошибок заключалась в том, что я подъехал к центру боя слишком близко. Да? Я должен держаться чуть подальше и при этом подъезжать поближе. Давайте посмотрим. Мне очень нравится то, что в игре появляются новые игроки. Я сразу вижу, как они играют. Это хороший геймплей у них относительно, да, для молодых игроков. Мне прям очень нравится. Мне это греет мою душу. Вот так вот. Видим. Делаем дебаф. Вешаем. Стреляем. Так, хорошо играет Шторм. Вот это вот. Мистер Celestial Bing. Хилим. И дебафаем Шторма. Хорошо. Хорошо. Пока дебаф повесить не можем, потому что сейчас на нем неуязвимость. Сейчас? Нет, все-таки слишком короткий промежуток, за который мы могли это все сделать. Ой-ой-ой, мистер Экзе. Массакр. Давайте-ка заедем сюда, посмотрим, что мы здесь можем увидеть. Вот. Это некоторое импровизированное место. Знаете, вот эти капсулы походят на места отдыха, да, вот места отдыха и сна для сотрудников вот этой вот военной, полувоенной,
промышленной марсианской базы. Ой-ой-ой-ой-ой. Celestial Being. Мне кажется, я сейчас умру. Давайте повесим на него дебаф. Так, 28 хп. И ой-ой-ой-ой. Пока что воевал с одним, другой сзади подъехал. Я уже нажал, наверное, на способность хила, но хорошо сыграли враги. Ой, какой хороший. Хорошо было сыграно. Мистер Алекс залез на горку, теперь с нее слезает. Поехали дальше. Без сомнения чувствуется то, что наша команда сильно доминирует, да, но это связано частично с тем, что у нас просто выше уровни, да, потому что все игроки, которые только что меня пригласили в пати, это игроки, которые были в игре еще с закрытого бета-теста. То есть у них чуть-чуть больше опыта, конечно же. Но мне кажется, что если молодым игрокам дать, знаете, чуть больше времени разобраться с игрой, да, вот подобного рода стрима, что веду сейчас я, без сомнения, и как мне кажется, должны помочь новым игрокам разбираться с механиками, да, вот я в том числе и для этого и веду, да, как я все время рассказываю, очень сильно душой болею за проект. Мне очень нравится, что из себя этот проект составляет. Ой, хорошо, только что мы уничтожили вражеский дрон. Видим. Союзник. Так, ближайшего союзника с малым количеством хп нет, поэтому мы будем лечить дрон. Мне нравится игрок Celestial Being. Celestial Being молодец. Если ты меня сейчас слышишь, то прими, пожалуйста, мою похвалу. К сожалению, в игре нету чата общего, да, может быть, к счастью, я не уверен. Но, по крайней мере, я констатирую факт, что пока что разработчики еще не завезли чат, и я написать свое мнение, да, вот конкретно не могу. Вот. Считаю, что игрок хорош. Мистер Хоук. Микс. Подождите, я умер 3 раза, и все время меня убивал игрок под ником Хуксул, получается, да, вот этот киборг. Все время. Ну, видите, вот одна моя такая вот интересная деталь. Поехали дальше. Вот, видим, что... А почему голоса в бою на буржуйском языке? Вроде сервер Тарус. Добрый вечер, Капслог. Сервер... Ну, смотрите, по поводу сервера, да? Наверное, тут не в сервере вопрос, а тут... Вопрос в локализации игры, да, вот именно в моей игре язык стоит русский. Какие голоса еще? Селин Малдонадо. Добрый вечер, Селин. Первый раз вас вижу, очень приятно вас видеть. Хорошего вам дня, да, вот. По поводу голосов, наверное, речь идет о том, что есть в игре озвучка, когда вот персонаж, ну, типа танк, либо игрок делает там double kill, triple kill, там, ультра kill. В этом случае, вот прямо сейчас слышали, Massacre, игрок Amadeus сделал бойню, или double kill, да. Да, наверное, вопрос и замечание, в принципе, оно логичное. Почему на английском языке? Ну, вот, буржуйский язык, наверное, говорить не совсем корректно, но по поводу английского языка, ну, наверное, так просто привычнее, да, привычнее, да, вот, видите, Селин Малдану уже привык и уже не воспринимает по-другому, я тоже к этому привык, поэтому, ну, вот смотрите, такое понятие, как triple kill, можно ли назвать triple kill как чем-то вроде англицизма, либо понятием, которое было полностью перенесено, да, в русский лексикон. Я не уверен, да, вот, может быть, это игру мы, конечно, выиграли сразу же. Давайте сделаем, да, вот мы убили 0 игроков, вот так уж у нас получилось, да, 10 помощи, 3 смерти. Стартуем и ждем, вот.
Опять же, я не могу ответить на этот вопрос, но мне кажется, это в том числе связано с тем, что вот не все понятия, там, тройное убийство, да, вот по-русски звучит, это двойное убийство, первая кровь, четверное убийство, либо пятикратное убийство. Ну, возможно, имеет смысл, да, вот в озвучке. Наверное, вы правы, да. Но для меня, опять же, как контент-мейкера, то есть и как игрока с большим опытом в подобного рода игры, где происходит озвучка, когда вы убиваете, там, побеждаете подряд большое количество противников, мне это очень привычно, очень-очень привычно, поэтому я и не воспринимаю. Опять же, видим мистер Хоук, Хоксол и опять же Celestial Bing. Возьмем теперь, наверное, киборга. Нет, киборга взять нельзя, опять возьмем механика. Вот, играли мы только что на механике. Это боевая машина класса Техник. Мы с вами... Так, знаете, игра была очень такая вот динамическая, что мы не сразу нам удалось, рассказать обо всех механиках данного танка. Давайте вот пока что я с вами здесь и выполняю задание. Дело в том, что я сейчас выбираю танк Техник не просто так, а потому что хочется мне выполнить ежедневные задания. У меня есть 3 ежедневных задания, из которых 2 привязаны к танкам Техникам. Да? Пока что я хочу играть на них. Вот. И буду, пока на них играю, рассказывать о специфике того либо иного танка. Вот. Конкретно о танке Механик. Его великолепие, красота заключается в том, посмотрите, пожалуйста, да, вот он корпус, и сзади у него есть 2 дроида, которые при нажатии способности вылетают из-под корпуса, телепортируются к врагу либо к союзнику, и в зависимости от того, враг это либо союзник, он либо лечит, то есть восстанавливает восстанавливает текущее состояние прочности, вот она прочность 300 единиц, либо вешает дебаф на врага, который увеличивает входящий урон по врагу. И вот эти 2 механики очень красивые, они делают игру на данном персонаже, очень приятной, как мне кажется. Мне очень сильно нравится, как они вылетают. Сейчас, подождите, вот я сейчас покажу, вы обратите внимание, вот я сейчас нажал, вот вылетает дроид, вылетел, получается, застыл только что, вот отсюда вылетел, застыл, телепортировался к союзнику и застыл над ним, и лечит его сейчас. Потом, как только закончит, он возвращается и опять прилетает. Знаете, немножко напоминает мне дроидов из вселенной Star Wars, и это, честно говоря, мне супер приятно. Давайте засейвим нашего союзника, повесим, вот. Дополнительной такой интересной механикой у данного танка является то, что он становится невидимым, если он стоит на месте, не двигается. То есть он может двигать он может двигать башней, но при этом, если не двигает корпусом, то он он становится невидимым до тех пор, пока рядом в радиусе 100 метров не будет врага. Вот, такие вот вещи. Поэтому вы можете стоять, ваш танк, получается, вот он невидимый. Союзники, конечно, вас видят, но враги вас видят только тогда, когда подъезжает к вам близко. Вот видите, только что игрок Celestial Bing подъехал ко мне, вот цифра, которая между ним и мной, показывает текущее расстояние 150. Здоров, пуфыстый КамАЗ, виртуализацию, нет смысла стрелять. Да, здравствуй, КамАЗ, все верно ты говоришь, стрелять нет смысла, это просто какая-то вот моя привычка. Все верно, говорит КамАЗ. Ой-ой-ой, мне как-то не получилось только что захилить союзника, засейвить. Вот они, враги, хорошо играют, кстати. Посмотрите, что происходит. Вот эти новенькие игроки вроде совсем недавно в игре появились, а уже как хорошо разбираются. Мне нравится. Вот он там, Celestial Bing. 5. Вот, как только мы апнули уровень, видите, мы тут видим второй уровень. Это звук тут, тух,
как будто кто-то, знаете, яблоком по вашему корпусу стрельнул. И вот как только вы слышите этот звук удара яблока глухого об корпус, это означает, что вы получили уровень. Тут у вас есть выбор, да, в зависимости от того, какой талант вы качнете, именно та ветка усиления будет вас больше прокачивать. Я, предпочитаю практически всегда альфа-ремонтник, да, потому что он больше хилит союзников, а дроид альфа-десантник, он больше делает дебаф врагам, то есть враги не могут хилиться. Вот. Один мой хороший знакомый, приятель, друг посоветовал мне, мистер Мойс, вот он, кстати, вот сидит с нами, посоветовал мне качать этот талант. Вот. Вижу. Мистер Celestial Being. Только что мистер Мойс отключил управление у врага, просто взломал, хакнул, поэтому пока что, видите, на нем вот эта вот молния висит, можно стрелять, не боясь. Союзники все full хп, full прочность. Видим то, что вот там нужно дефать своего Амадеуса. Сюда стрелять не имеет смысла. Да-да-да. Ой, как хорошо. Дабл килл. Рэмпейдж. Звучит, конечно, очень хорошо. Мистер Ирос. Знаете, я немножко боюсь того, что вот эти вот игроки, они очень хорошо играют, как бы мы их не отпугнули. Таким вот, знаете, своим жестким составом из старых игроков. Наверное, вот еще одну-две игры сыграю в составе с командой, а потом буду искать соло. Ну, чтобы нас кидало как-нибудь в разнобой. Для интереса. Видим то, что мы зажали, получается, врагов на своей базе. Они выезжают. Ой, хорошо, сейчас было сыграно мистер Хоук. Хоук Орел, да, переводится? Так, мистер Мойс, я вас хилю. И мистер Эрос. Ой, вот это был отличный выстрел. Я готов воевать против больших левелов. Хорошо. КамАЗ, давай так. Давай просто стартанем тогда вместе в разнобой, поодиночке, да? Я бы хотел, чтобы меня кинуло к новым игрокам в команду. Да, вот. Я бы очень хотел вместе с ними поиграть. Вообще, я знаете, люблю новое общение, новые знакомства. Это по мне. Хочет мясо непосредственно наш дружок на КамАЗе. Мясо, конечно, скоро будет. Я думаю, я надеюсь. Вот, и наконец-то пришло время, когда мы можем использовать способность. Вот, видите, сзади нашего корпуса, в задней части корпуса есть манипулятор, робот. Да, вот, шестиосный, я так вижу, да, скорее всего, шестиосный. Его основная задача, как только у нас имеет возможность, как только у нас появляется возможность нажать данную способность, и при этом у нас прочность не максимальная, мы можем себя захилить. Не факт, что тебя кто-нибудь кинет, так как 100 пудов против тебя, 100 пудов против них плюс новички. Да-да-да, конечно, так. Но я хочу, чтобы у меня, ну, типа, в разнобой было чуть побольше. Вот. Ну, почему? Потому что я вижу, как играют вот эти игроки. Мне очень нравится то, что они быстро в игре разбираются. Смотри, какая красота. Какая красота. Да. Подождите, вот этот танк, ну, что он себе такое позволяет? Куда он исчез? Все, взорвался. Отлично. Отлично. Вот они втроем. Видите, мы немножечко слабину дали, сразу же они перехватили инициативу. Как интересно. Перехватили инициативу, теперь, знаете, если бы я был бы футбольным комментатором, то я бы сказал, что мяч на стороне красных.
Но я, к сожалению, не он. Да и футбол я, ну, мягко говоря, не очень люблю. Вот это субъективное мое ощущение. Я, опять же, очень уважаю футбол. Вот, и уважаю людей, которые играют в хороший футбол. Просто я играю в него очень плохо. И всю свою жизнь, насколько себе помню, меня все время ставили на ворота. Наверное, это связано с тем, что я, ну, так себе игрок. И вот, не факт, ну вот, поэтому... Чего дело? Вот, хорошо, мистер Эрос играет. Так, ультимативные мои способности хилит, который себя еще 30 секунд. Мне нужно как-то продержаться, куда-нибудь спрятаться. Может быть, сюда спрятаться? Да, давайте постараемся куда-нибудь вот сюда. И еще один выстрел, я труп. Нет, никак не получается убежать. Нет ни одной способности на ускорение передвижения. Поэтому единственное, на что я мог рассчитывать, это на то, чтобы воспользоваться, получается, объектами на карте, как живым щитом. Да, не живым, а таким вот статическим щитом. Не получилось. Мистер Ункас заезжает в твоих врагов и сразу же получает по лицу. Ну ладно. Выезжаем. Смотрим, что будет. Вот он ультимативно, я нажал. Да, вот это именно тот шестиосный робот, о котором я говорил. Видите, такой красивый робот-манипулятор, который работает. Так, давайте посмотрим, да, вот. Хорошо сыграли враги. У нас 16 ассистов. Давайте глянем, да? Итак, мы с вами сыграли 2 игры за техников. Вот, да. Здесь нужно одну проиграли, одну... обе выиграли. Видите? У меня получается, что мое легкое задание, оно в том числе при определенных обстоятельствах может пересекаться с моим сложным заданием. Так, конкретно в моем случае произошло, да? Оно не обязательно должно быть так, но в моем случае здесь, смотрите, легкое задание это практически всегда сыграйте, там не выиграть, а именно сыграйте. Среднее задание выиграйте на определенном танке, да, конкретном танке, и вот показывают, какое количество игр нужно выиграть, да, и сложность задания пока что, да, вот реализовано так, выиграйте, там, больше игр не 3, там, а больше 8 игр за техников. Здесь сыграйте, а здесь выиграйте. Ну что ж, давайте-ка последнюю игру в команде из 5 человек. Вот опять же меня кинуло к ним, да, здесь тоже 5, да, вот, и возьмем опять механика. Вот. И посмотрим, как оно будет играться. Hake R228. Интересный никнейм. Экзогеймер. Экзогеймер это хорошо. Вот. И сейчас у нас режим контроль маяков, поле битвы Нерио, потерянная колония. Видите, молодые игроки. Вот Hake R 228. Он уже получается не молодой игрок, совсем не молодой. Что вот, в принципе, очень интересно. Видите, мне когда была, ну помните, прошлый стрим, когда игра выходила в релиз и раздавали новогодние подарки, мне показалось, что абсолютно каждый, кто получил этот подарок, захочет использовать портрет Киберснегурочка. Ну, мне он очень понравился. Потом, сейчас, когда закончится игра, я покажу. Да, ну, как ни странно, из 10 игроков, ну, только у меня данный портрет. Никто не хочет быть Киберснегурочкой. Вы посмотрите, насколько же хорошо детализирована механики у танка механик. Вот, как хорошо работает вот эти вот дроиды, как они летают, да, как они хилят, и как же красиво работает вот этот вот
шестиосный манипулятор робот. Видим, что тут союзник. Так, а видим, что 3 моих союзника поехали налево, и тут справа только один Амадеус. Наверное, нужно помогать Амадеусу, по максимуму стараться. Здесь сейчас к нам кто-то приедет, и мы должны будем отбиваться от этой точки. Вот, мистер Хейк. Ох. Так, закинули мы, конечно... Подождите, я сейчас стреляю, но из-за того, что вот здесь есть, знаете, вот эта вот штучка, я немножко не попадаю. Хорошо. Амадеус, мистер Амадеус можно подхилить, но можно и не хилить. Давайте-ка спрячемся вот тут, видите? Вот здесь стоит такой вот, знаете, летательный аппарат и леса. Вот. Это не совсем леса, это вот такая вот конструкция, где специалисты должны подниматься на борт, садиться, да, туда. Avengers. Либо заниматься работами. Вот тут, вот видите, получается, что вот здесь он отпускается вниз, и люди заезжают внутрь, доходят. А здесь вот так оно все для ремонтных работ вот так вот реализовано. Интересно. О! Характерный звук услышали? Тух! Да? Давайте вот расскажу, как понять, что вы апнули уровень. И за что, получается, увеличивается уровень. У нас есть 3... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Хейк, ER28. Вот. Есть 3 шкалы. Да, вот 3 шкалы прогресса. Верхняя шкала прогресса — это количество хит-поинтов. Ну, то есть прочность ваша. Средняя шкала прогресса, белая, да, вот, это количество состояния, то есть это, наверное, состояние вашего танка до следующего уровня. Видите, оно потихонечку повышается. Оно повышается за счет захвата и удержания точек, б, за счет уничтожения врагов. И третье, это вот эти такие кубики синенького цвета, да, это означает, что количество кубиков равно количеству текущего уровня. Видите, но мы сейчас очень сильная команда у нас была, да, поэтому, да и режим не совсем понятен для врагов. Мы поэтому очень сильно доминируем. Вот, Хоук. Не дает продохнуть вообще мистер Амадеус. Ставит бомбы и взрывает всех подряд. Хоук. Рекс. Давайте повесим на мистера Хоука. Ну что ж, как вы, я вам и говорил, да, вот сыграли 3 игры в пати со своими друзьями, да, наверное, я бы хотел сейчас дальше пойти от первое задание выполнили, настроение хорошее, отличное. Что ж, давайте-ка я бы хотел сейчас поиграть в соло, надеюсь, друзья меня поймут. Я хочу пойти общаться с остальными игроками тоже, да, вот покину группу, вот. Сейчас буквально на секундочку отлучусь, принесу водички и стартану, да, пока что. Что еще вам хотел показать? Я хотел показать, нет, не это, я бы хотел показать портреты, вот, буквально секунду, и я вернусь. За водичкой.
Итак, с вами снова мистер Геннадий. Показываю вам набор портретов, да? Вот изначально верхняя строка это звезды райдеров, насколько я понял, да? Так как новые нововведения, которые вносят новые нововведения, как же это звучит, да? Так интересно звучит, да? Но прошу вас заметить, наверное, я скажу, что я сделал это специально, знаете, авторская моя штучка, которая усиливает, знаете, гиперболизирует вот эту вот вещь, да, вот, в общем, я хотел сказать о том, что с определенного момента танки, которые новые выходят, они, помимо того, что просто выходят, к ним есть еще кусочек лора. Так вот, я заметил, изучая этот лор, то, что каждый танк, к каждому танку привязан определенный персонаж из вселенной. И вот это вот портрет, это портреты данных персонажей. И изучая, открывая новые танки, мы в том числе открываем историю данных персонажей и связь взаимодействия их между собой, между танками. У разных танков есть разные скины. Да, вот я вам сейчас обязательно покажу. И у этих скинов есть также связь между объектами на карте в игре. Да, вот лор тут глубокий, да. Вот, и есть еще зимние, получается, как бы сказать, DLC, наверное, да, это дополнение зимнее в честь Нового года, для тех, кто приобрел игру, для тех, кто пришел в игру с 18 числа декабря по 18 января, вот есть такая возможность получить подарок в виде одного из двух вот этих вот портретов, вот эти вот можно приобрести, и определенного набора получается эмблем и скин Диабло, вот он, новогодний. Ну что ж, давайте-ка стартанем следующую игру. Мы стартуем. Вот, поиск начался. Вот, очень быстро игры находятся. Это очень приятно. Так, мы нажали. Ой, как хорошо. Меня сразу же кинуло против моих друзей. Против моих друзей меня кидает. Вот. Я вам уже говорил о том, что... Давайте еще раз внимательно понаблюдаем за данным. Да, вот есть, пожалуйста, посмотрите, вот у данного танка надпись Platinum Universal Industry Racing Tank, да, вот эта надпись мы еще встретим. Если мы будем на локации Квирин, мы эту надпись встретим. Да, вот у меня есть некоторые предположения, что означает эта надпись. Я сразу же выскажу. Мне кажется, что это название крупнейшей, одной из крупнейших в игровой вселенной, конкретно вселенной Exotanks, промышленной компании, которая делает в том числе военные заказы, промышленно-военные заказы, примерно вот так вот. И мы эту надпись увидим на одном из промышленных объектов. Очень приятно то, что мне закинуло вместе с мистером Celestial Бингом. Как мы уже отмечали, то, что это игрок интересный. Сейчас пока что все сидят, смотрят, я могу вот так крутиться, вертеться. Кручу, верчу, тебя запутать хочу. Мистер Камаза что-то не вижу. А хотя хочется, чтобы мистер Камаз к нам присоединился. Мистер Камаз очень любит играть против игроков высоким уровнем аккаунта. Вот видим, да, то, что наш союзник сразу же при выезде из базы сразу разгоняется, потому что знает, да, вот, что кулдаун способности разгон небольшой, поэтому пока что ты доедешь, оно успеет перезарядиться. Вот он уже второй раз нажал и ехать дальше. Мой танк определенного немножко специфический. Ушел в невидимость, поставил сразу мину. Да, вот нужно сейчас четко следить за тем, чтобы не подставляться под удар. Не подставляемся под удар. Стреляем. Вот. И наша основная задача постараться фокусить цель с наименьшим количеством здоровья. Вот, смотрите, там перевороты, там переводятся
Повороты страсти мордасти. Мистер Амадеус перевернулся. Снайпер помогает. Ничто не происходит. Попытка... Ой-ой-ой-ой-ой. Как же играет мистер Геннадий Play with me? Что же происходит? В отчаянном сражении побеждает мистер Play with me. Итак, сейчас вторая часть взаимодействия. Морд из последних сил пытается защитить точку, но ничего не получается. Ничего никак. Команда красных перезахватывает среднюю точку на карте. У данного моего танка очень большая скорость атаки, относительно большая, да, но при этом, видите, перезаряжаться практически не нужно. Да, вот, но нужно просто подождать, пока закончится, вот, пока, получается, полностью наберется. Вот, данный игрок вот прямо здесь передо мной. Давайте хилимся, живем, хилимся, живем. Ох, хорошо сыграно. Здесь ультимативная способность только что была поставлена. Как бы не взорваться. Пока что 15 секунд я взорваться не могу, потому что игрок находится в таверне. Он не будет меня стрелять. Так, давайте наша основная задача по максимуму набить ремонтные батареи, потому что от ремонтных батарей зависит наша выживаемость. Видим, что ставится сразу же тут на месте дрон, и этот дрон давайте обстреливать, потому что в начальных левелах у дрона очень большая скорость атаки, и нужно стараться просто выживать, пережидать. Видим то, что союзники сразу меня поддержали, подъехали и не дали меня убить. Поставили еще одного дрона, сразу же хилимся, стреляем, хилимся, живем. Красная биль, зеленая хиль. Мистер Снайпер ультанул, ульт не дошел до меня. В принципе, это неплохо, я считаю. Как только у меня появится еще один заряд ремонтных батарей, я, наверное, буду убивать мистера Снайпера, снайпера. Помните, с этим игроком мы познакомились на прошлом стриме. Но чтобы эффективно в него стрелять... Ох! Гена, еще и телефончик слушаешь? Нет, я телефончик не слушаю. А к чему такой вопрос? Не совсем понимаю, к чему такой вопрос. Мне звуки, да, какие-то параллельно идут. Скажите, пожалуйста, если какие-то звуки есть. Итак, хочу сказать то, что наши команды идут тютелька в тютельку. Очень ровное у нас противостояние. Количество очков захвата у нас практически одинаковое. Поэтому нужно скорее резаться и бежать помогать. В прошлом замесе, в прошлой драке я проиграл, потому что не рассчитал урон. Мне просто не хватило. А враг, мистер Снайпер, очень правильно все сделал. Он въехал ко мне вплотную и просто не дал ничего нажать. И это правильно. Мистер Снайпер хорош. Давайте стреляем. Вот мистера Снайпера. Так, видим. Так, White Star. Мистер White Star. Или White Star. White Star, да? Да, иногда, когда на фоне стрима, но... Сейчас, подождите, я сейчас вот пальну. Хорошо. Да, иногда звук, когда на фоне со стрима, но ты говоришь тут, а на фоне как пару минут ранее ты говорил. Не понимаю, опять же, непонятно. Я просто сейчас очень сосредоточен. Воюю против экзомафии. Нет, телефончик я не слушаю. У меня отключены все уведомления. Ничего не слушаю, ничего не делаю. Я очень сосредоточен во время стрима всегда. Ой-ой-ой-ой-ой, какое убийство. Рэмпэдж, мистер Амадеус, все легли. Это просто, знаете, могила братская. Так. Нет, смотрите, никакого звука, как на фоне, у меня нет. Нигде. То есть, телефон у меня... Интересно просто было. Ну, может быть, какая-то проблема, да, вот. Ну, опять же, я еще раз перепроверил, никакого звука не было. Итак, хорошо подрались, очень хорошо, очень качественно, но не захватили точку.
точки нужно экзотунки. Мистер Лигус, добрый вечер. Экзотунки, да-да-да, все правильно. Выезжаем, наверное, будем бить мистера Снипера. Так, мой союзник Go Fair. Go Fair. Так, стреляем в первую очередь. Помните, знаете, мой идеальный формат игры на данном танке это тогда, когда вы сначала набираете стаки для ремонтной батареи, а потом уже используете основное орудие стрега, либо способность перегрев основного орудия стрега для того, чтобы добивать. Видите, у меня 10 из 20, это хорошо. В любой момент могу нажать. Так, разворачиваемся, сразу видим тяжелый дрон. Если мы его сейчас не побьем, данный тяжелый дрон будет перезахватывать мою точку. Это плохо. Это плохо. Разворачиваемся и стреляем, бьем, просто вот воюем с ним. Серьезно, по-серьезки. Не дадим ни единого шанса. Так, смотрите, вот пытается развернуться. Наверное, мы можем в него ультануть. Давайте ультуем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Какой дэмэдж, да? Видите, то, что хочу уже играть Unreal 4, но капец какой ленивый. Хочу уже изучать Unreal 4. Понял. Хочешь уже изучать Unreal 4, но капец какой ленивый. Ну, что я могу тебе посоветовать? Наверное, я могу посоветовать только то, что если есть вещь, к чему ты можешь это применить, да, какое-то практическое применение, тогда изучение любого процесса будет гораздо эффективнее и интереснее. То есть просто так изучать его не нужно, потому что ты не знаешь зачем и не понимаешь для чего. Твой организм просто считает, что это твой мозг, твой ум считает, что это бесполезно. Начни просто с того, что если ты хочешь изучать Unreal Engine для того, чтобы делать игры, начни сначала делать игру, а параллельно для того, чтобы делать игру, уже изучай Unreal Engine. Точнее, изучать Blueprint. Я понял тебя. Удачи тебе, друг мой, удачи. Работай. Так, язык Unreal 4. Ну, блин, Blueprint это не совсем язык Unreal 4. Поэтому, скорее, это упрощенный способ писать код. Относительно упрощенный. Но даже это не так. Это механизм, упрощающий работу в Unreal Engine. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо было все сыграно. Столько урона быстрого в лицо. Да, Лигус, видите, со мной соглашается. А я соглашусь с Лигусом. Да? Да. На да? Да. Мистер Мак, мистер Гоуфер и Celestial Bean. Вот и новогодний скинчик у мистера Мага. Какой красивый, да? Сразу видно то, что распаковал подарок и использует его по назначению. Очень хорошо, очень интересно. Очень тютелька в тютельку у нас команды идут. Что ж, выезжаем. От .d у нас опять захватывается. Кто-то тут, чтобы сделать игры, нужно знать язык C++. На нем стать сделана игра, в котором ты сейчас играешь. Да, я в курсе. Мне рассказывали то, что игра сделана в Unreal Engine 4. Да, C++ в принципе изучать нужно. Это один из самых таких вот базовых языков, на основе которых строятся все другие языки, да, вот. Поэтому я в университете, в котором я учился, учился я на робототехника в Петербургском политехническом университете. Я в том числе C изучал, и C-Sharp, и плюсы обычные, и C обычные, поэтому кое-что немножечко даже помню. Да. Хоть я и по профессии уже давно не программировал, но, естественно, такое не забывается. Вот, мистер Снипер на лоу хп уезжает. Но вот смотри, даже то же самое программирование, оно... Опа! Мы выиграли. Поздравляю вас, поздравляю себя. Мистер Геннадий, вы молодец. Ну, если сам себя не поздравить, то кто же еще меня поздравит, да? И поздравляю вас всех, смотрящих мой стрим. Да, вот, интересно. Для одиночных игр нужен так
как Blueprint. В том числе или так. Не совсем понял, что значит для одиночных игр нужен. Ну да, согласен. Blueprint просто это упрощение написания кода. Если взаимодействие объектов внутри игры друг с другом. Да, можно вообще без блюпринтов работать, но без сомнения блюпринт очень сильно упрощает и ускоряет работу. Поэтому я желаю тебе, Лигус, точно для себя понять, что именно ты хочешь изучать и в каких вещах ты хочешь его применить. Если ты знаешь, где ты собираешься применять, то изучать гораздо быстрее, гораздо проще, да, вот с точки зрения и психологии, и всех других аспектов. Поехали дальше, ищем игру. Принять. Заметили, да, вот обычно у нас занимает в среднем 50 минут, 51 секунду, либо 53, чтобы принять игру. Но вот видите, сейчас мы чуть быстрее принимаем. Ну что, давайте возьмем Диабло. У Диабло у нас есть очень хороший скинчик, который нам желательно использовать. Вот он. Новогодний, и поверх этого новогоднего скина у нас красивая наклейка. Наклейка основателя. Вот. Поэтому нажимаем, ищем, воюем. Ягер Майхем. Какие интересные никнеймы в этой игре, да, игроки придумывают. Celestial Bing, Ягер Майхем, Паламат, Бот, БЗ, Суи, Край Эве Край. Ну, у меня одного такой неинтересный, наверное, ник, Play With Me. Вот. Такие вот дела. Так, у нас карта Нерия, потерянная колония, то есть первая карта, да, такая небольшая, и обычная игра. Задача у нас захватывать колонии, захватывать точки, удерживать их и уничтожать врагов. Получать очки контроля и доминировать. Вот какой красавчик. Смотрите, сейчас покажу вам, как сделать лайфхак. Лайфхак от стремлера Геннадия. Как сделать так, чтобы ваша игра резко переросла в режим, знаете, такой вот супер красивый. Alt F2, пожалуйста, не путайте с Alt F4, да, Alt F2, и вы включаете весь интерфейс. Сделайте Alt F2 снова, у вас интерфейс появляется. Вот он такой красивый, конечно, режим. Все. То есть, когда интерфейса нет, очень много внимания сразу. Ой, какой же сразу же все начали стрелять. Все прям начали юзать свои способности. Спамить все подряд. Да? Ну хорошо. Расположение точек у нас, в принципе, интересное. В виде одной такой линии. EIF. Все едем. Захватываем. Так, кто тут у нас? Кто тут у нас? Мистер Снипер. Так, будем ловить Амадеуса. Сначала Амадеус. О, хорошо, хорошо. Так, одного убили. Видим мистера Морта. Так, надо догонять мистера Морта. Так, и захватывать центральную точку. Пока что я захватываю центральную точку. Союзники, наверное, догонят мистера Морта. Так, пока никого не вижу. Захватываю точечку. Знаете, точку, либо точечку. Но так как точка центральная такая маленькая, я буду называть ее точечка. Ну, это такое уменьшительно-ласкательное. Вот такое вот. Отлично, точка захвачена. И теперь нужно играть. Ох, мимо. Сейчас будем в стену врезаться. Видим, да, вот мистер Ксео и мистер Снипер. Так, Амадеус. Не надо захватывать, пожалуйста, точку. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, мистер Снипер сыграл. Сразу же дал мне 2 залпа.
через перезарядку мгновенно. Мистер Мак и Селиста Биг стоят на месте. Ну что ж, наверное, выезжают. Ну что ж, поехали. Друзья, поехали. У нас точку центральную перезахватили. Нам нужно сделать все, чтобы обратно ее захватить. Что вы там встали, господа? Поехали. Нам очень сейчас нужно апнуть скорее ультимативную способность. Да? Нам совсем немножко не хватило, видеть. Буквально там 1 килла. Так, вижу. Так, Поломан. Вот здесь мистер Никсон. Сево. Да. Ох! Я хотел, знаете, ускорение нажать, но мне не дали нажать ускорение. Надо захватывать точки скорее. Ох, куда же меня занесло? Как же меня занесло? Да, но ничего страшного, мы сейчас подали знаки внимания. Я не знаю, что за знаки внимания я подал, но я... Главное то, что я их подал. Итак, уничтожили здесь врага и уничтожили там врага. Буквально быстро едем на среднюю точку, захватываем. Видите, мы отстаем примерно на 100 очков. И вот это, конечно, враг Никсон, ну так себе, конечно, мне, наверное, не даст. Хотя нет, видите, он не реагирует, поэтому, пользуясь случаем, нужно сразу захватывать точку. Вот, надеюсь, он стрелять меня не будет. Надо спрятаться вот этим вот цилиндром. Вот, цилиндр. Спаси меня, цилиндр. От всего плохого. Ох! Отлично. Ультимативную взяли. Ой! Мимо пролетел Геннадий, как обычно, да? Стандарт. Геннадий. Не доезжать до цели. Ну ладно, давайте-ка сделаем что. Нам, наверное, ну смысла нет умирать, потому что уровень у нас почти 3, мы будем резаться примерно 30 секунд. Поехали быстро до базы, захилимся, разворачиваемся и опять в атаку. В атаку. Видите, как только мы находимся на базе, у нас появляется плюсик такой, знак сердца, знак такого, знаете, международной больнички. Хотел сказать, что это Красный Крест, но это же не крест, да? И не красный. Ну, крест, но не красный, да? Но может быть Красный Крест в этом плане то, что это, ну, такое вот метафора красный. О, дружочек, пирожочек. Вот ты где. Так, второй враг. У нас разница между врагами ровно 100 очков. Нужно скорее эти очки набирать. Тяжелое ядро. Так, перезаряжаемся, потому что здесь, скорее всего, кого-то мы встретим. Мистер Никсон. Мистер Никсон. Вот здесь кто-то есть. Давайте сразу заедем и захватим. Никого не видно. Никого не слышно. Знаете, как обычно Геннадий, ну, я стрим начинаю. Раз, два, три. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно, да? Вот. Видно меня плохо, потому что Геннадий себе вебку еще не купил. Вот. Как только купит, будет видно хорошо. Пока что голос. Пока что говорим только голосом. Так, сравниваем более-менее счет. Смотрим. Все, захватили точку. И сразу же, пока мы захватывали крайнюю, ближнюю к врагам, ближняя к нашей базе, была перезахвачена. Так, мистер Никсон, что вы себе позволяете? Это что вы себе позволяете? Так, взорвали практически. Нужно сейчас... Рэмпейдж. Увеселяем мощный удар. Так, разворачиваемся и будем стрелять по вот этому врагу. Так, сняли с него примерно одну... Ой-ой-ой-ой-ой. Мистер Амадеус. Меня не отпустит мистер Амадеус. Никуда не отпустит.
Так, никуда не отпустил практически нас. У нас 78 хп. Что мы можем с этим сделать? Что мы можем полезного, приятного сделать? Мы можем ехать в сторону своей базы и по дороге захватить сразу нашу точку, знаете, которая, ну, вот это вот, как она. Из-за того, что там всегда драка происходит, я не вижу. Что это за точка? F, точка F. Надо помочь. Снова захилиться. Без сомнения, знаете, немножечко не хватает автомойки. Той автомойки, о которой мы с вами на прошлом стриме разговаривали, которая заезжаешь, там тебя хилит. Ремонтирует. Так, вижу, что союзники уже уничтожили всех, но я буду просто стрелять, как будто я вижу врага. Ой-ой-ой, мистер Снайпер. Мистер Снайпер, а вы думаете, вы уйдете? А вы думаете, вы уйдете? А вы думаете, мы вам разрешим куда-то уехать? Мистер Снайпер, у вас есть примерно 10 секунд, чтобы у вас откатилось основное умение. И вы меня должны с одного залпа убивать. Если не убьете, то придется убивать вас. Буду убивать вас я. Да, мистер Снайпер сыграл хорошо. Я сыграл плохо, потому что я не спрятался за вот преграду. И я не успел убить пока что. Видите, у танка Шторм, на котором играет мистер Снайпер, примерно 15 секунд перезарядки основного орудия. Вот, у него есть также способность, которая мгновенно перезаряжает. Но вот, нужно про себя всегда считать, там 15, 14, 13, 12, когда у него закончится перезарядка, и он будет готов атаковать снова. Вот. Такие вот дела. Мистер Мор хорошо прям взорвал. Очень много дэмэджа нанес союзнику моему. Центральная точка занята. Нужно прям туда езжать. Поеду через левый поворот. Захвачу и сразу же поеду помогать союзникам справа. Может сделать парочку интересных киллов. Вот, сюда, наверное, стрелять не буду. Пусть едет. Захватим точку. Перезахват. Опять видите, у нас мы все время отстаем. Мы догоняющая команда. У нас по очкам чуть меньше. Поэтому нам нужно больше убивать, и больше держать под контролем точки. Ох! Вот этого я, конечно, не ожидал. Вот этого я не ожидал. Вот это подлянка, мистер Морт. Вот это была подлянка, конечно, дикая. Инвиза зашел, уничтожил. Мне очень долго, кстати, респаун, потому что я большого уровня, 4 уровень набрал внутри игры, и поэтому у меня респаун очень долгий, 40 секунд. Я думаю, что за это время враги могут даже выиграть, я просто могу не успеть резнуться. Видите, так как все 3 точки были захвачены, очень быстро идет набор очков. Я могу тупо ничего не успеть сделать. Выезжаем. Поехали дальше. Разгоняемся. Уже больше 100 отрыв между нами и врагами. Враги вовремя спохватились, все правильно, грамотно сделали. Большая вожуха. Нет, мы не успели ничего нажать. Ничего сделать, к сожалению. Ну что ж, поражение это тоже игра. Вот. Это хлопаю я своим противникам. Молодцы. Союзники тоже молодцы. Все старались. Видите, у нас 5 киллов. Итак. Смотрите, сколько людей в бою, сколько уже воюют. Все прям у них, конечно. Давайте глянем, да? Следующую игру мы можем поиграть на танке Дракон. 3 игры сыграть, да, на танке Дракон. Либо продолжать играть за техников. Давайте подумаем. Можем и так, и так. Вот. Да, ускорить бонус у меня активен. Еще 33 дня. Ну, потому что это мне подарок, да. Вот я купил набор стартовый, и мне подарили. В честь этого там 30 дней и 7 дней увеличенного получения кредитов за счет того, что я участвовал в новогоднем мероприятии. Давайте поставим какой-нибудь вот этот вот. Теперь я хочу быть Матильдой и
Давайте-ка на какой-нибудь танк мы повесим хороший. Вот на этот танк, да, вот один из наших любимых. Мы повесим. Смотрите, у нас на прошлом стриме мы вешали себе чип. Мы были чипированы. Геннадий, здравствуй и всем привет смотрящим стримчик. Приветствуем смотрящих, да? Михаил 78, Миша, добрый вечер. Привет тебе, привет. Так, смотрите, мы чипированы, да? Ну, теперь мы вместо чипа поставим звездочку куда-нибудь. Вот сюда, звездочку красивенькую. И вопрос теперь только в том, на что мы будем равняться. Смотрите, мы можем равняться либо вот это, либо на эту линию, либо на эту линию, либо на эту, либо на эту. Ну, то есть, если вот так вот, да, мы, получается, стараемся сделать ровно, сейчас вот так вот, чтобы одна из граней звезды была параллельно одной из линий, да, чтобы была какая-то красота, логика. Вот такая вот, как вам? Вот так вот. Да, вот так вот. И цвет какой у нас? Либо белый, либо синий. Ну, то есть голубенький, с ярко-голубенький, такой бирюзовый. Как в прошлом стриме я вот этот цвет назвал цветом, знаете, струящегося ручья, знаете, стрима. Ну, то есть ручей, по-английски стрим, да, цвет струящегося ручья, прямо который течет из сердца ледника. Вот. Либо так, либо вот так. Это уже немножечко такой, знаете, более темноватый. Можно сделать вообще розовый. Розовую звезду, либо зеленую. Вот. У меня есть отдельный небольшой стрипчик, посвященный физической и биологической породе цветов. Можете посмотреть об этом. По-моему, позапрошлый стрим на ютубе. Посмотрите, пожалуйста. Это прошлый стрим, прошлая среда. Если вам интересно то, что я думаю об этом. Поэтому прошлая среда, это у нас, сейчас я в календаре гляну. Это у нас 16 декабря. Вот, там, по-моему, был двухчасовой стрим. Вот. Что ж, опа, меня сразу кинуло к союзничкам. Сразу давайте возьмем механика. И мы на этой механике будем хилить. Странно, да? Вот мы вроде только что ставили наклейку на танк клинок, но взяли механика. Ну, потому что я вспомнил, я периодически забываю, но потом сейчас я вспомнил то, что у меня же есть задача-то выполнять ежедневные задания, поэтому для того, чтобы их правильно выполнять, нам нужно периодически выполнять задания. Ну, то есть нужно играть на танках. Вот. Вот он мой красавчик. Вот он мой красавчик. Все уже выехали, я стою на базе, один АФК. Вот мистер Мор, кстати, тоже стоит на базе. Давайте стрельнем в него, типа скажем, типа, привет, друг, здравствуй, друг. Поехали. Песня пара, порадуемся на своем веку. О, это мой любимый режим. Один из самых интересных, в котором, конечно же, нужно выживать по максимуму. Повесил сразу дебаф на врага. Ну, так, союзники захватывают нашу точку. И это негоже так, нехорошо. Давайте захилим Амадеуса, сразу же хильнули. Вот, чтобы он, ну, типа, чувствовал себя хорошо. У него уровень гормонов стресса кортизола в организме не опускался ниже среднесуточного. Ой-ой-ой-ой, нет, не надо. Пока хилил союзника, меня уже минус одну жизнь сняли. Да? Вот. Поэтому нужно следить, нужно внимательнее быть. Вот, этот режим мне супер сильно нравится тем, что здесь каждая твоя жизнь, она очень важна. Смертей должно быть по минимуму. Так, вижу буран. Подождите. Его только что, получается, просветил киборг. Да, и где же он? Где же ты? Где? Что-то там. Где вы там, друзья мои? Вот он, мистер. Куда он? Как быстро он, кстати, проехал мимо меня. Везде уже побывал. Объехал в инвизибилити, в неуязвимости. Кастуем.
Смотрите, вешаем вот это вот дебаф на врага. Так, хил сразу с мистер Снипер. Держи, друг. И стреляем в заднюю часть корпуса ближайшего врага, потому что задняя часть корпуса на более тонкая броня. Вот. Это типа вам лайфхак небольшой. Так, мистер Никсон. Ну, либо не, ну, не обязательно мистер... Вот это мой друг. Это вот сейчас мистер КамАЗ мне сейчас все расскажет, покажет. Все, на меня подействовали все эффекты нехорошие, я умер. Сразу моментально я увидел вот этот вот блестящий шторм и сразу же понял, что я сейчас это... Мне прописали путевку в лобби практически. Я, кстати, хуже всех из союзников играю, у меня большее количество смертей. Осталось всего лишь 2 жизни. Нужно аккуратнее играть, нужно подальше от центра быть и побольше взаимодействовать с командой. Иначе рискую просто проиграть. Хорошо. Так, Амадеус просто засел и сказал, что все, нет, никого не впустим. Смотрите, как Амадеус расставил свои эти... Вот здесь поставил, и вот тут 2 поставил. Знаете, у этих мин есть обыкновение взрываться тогда, когда танки вдвоем вражеские приезжают. И он поставил их там, где вероятность того, что здесь кто-то проедет, наибольшая. Уважаю. Хорошо. Красиво. Так, мистер Морт. Мистер Морт, хилю тебя. Хилю, живи. Живи, Мартислав. Ой-ой-ой. Вот там, кстати, Буран. Вот он, Буран. Я, кстати, вот на него повесил вот этот. Надо атаковать. Атакуем. Угу. Так, сразу же снипера я сразу захилил, потому что я вижу, что на него сейчас идет атака. Ох, не взрывай, не взрывай. Все, слава богу, ты не взорвал, и я не умер. Не умер моментально, по крайней мере. Так. Вижу то, что врагов супер много. Хилю тебя, снипер. Хилю, снипер. Ай, спаси теперь, да спаси меня и сохрани, снипер. Нет, нет. Прошу, сохрани. Так, мистер Буран. Нет, все-таки одна жизнь осталась у меня. Осталась одна жизнь. Враги не умирают, я умираю. Что поделать? Ну, на этом танке, конечно, у меня прямо не так много опыта, я бы сказал. Мне прям хочется рвануть в бой, прям, знаете, вперед. Пострелять. Время пострелять между нами. Пау-пау. Это было лирическое отступление. Вот. Хорошо. Так, антиремонтник. Качаем антиремонтника, будем хилить снипера. Так, смотрим, что там еще есть. Вот оно. Так, Space Wolf, да? Space Wolf. Играем от обороны, друзья мои, от обороны. Поубивать мы всегда сможем, главное не умирать. Сказал стремлер Геннадий и сразу же отправился в таверну, да? Видите, за игру я не взял ни один подбираемый компонент. Давайте возьмем вон тут, вот тот, который сбоку, с правого боку. Подберем у нас вот здесь вот этот вот. Видите, на карте нарисованы щиты и плюсики. Плюсики — это место, где вас, ну типа автомойки, где вас хилит. А вот это вот щит. У меня накладывается на меня эффект брони дополнительной. Всего, я такой сейчас бронированный весь, никого не боюсь, стоит 108 секунд иначе будет действовать. Сейчас для интереса, для стрима вам покажу, как это работает вот тут. Да, вот. Вот, кстати, опять же, вот он эффект, вот как появился, на нем сразу же появляется, после того, как появился. Да ты что там кастуешь себе, Мстислав? Тебе не стыдно кастовать нехорошести свои? Вот они вдвоем меня тут прижали. Ай-яй-яй-яй-яй. В
вчетвером прижали, да? Или что вы там? Не даете просто выдохнуть? Я сейчас залезу вон туда, и все, да? И ничего не будет. Нет! Хилься. Хилимся, живем. Сколько у нас? 5 танков здесь? Нет, посмотрите. Вы только посмотрите, что себе позволяет КамАЗ. Почему ты не даешь мне заехать? О, нет. О, нет. КамАЗ сыграл очень хорошо. Враги сыграли супер классно. Они просто не дали мне заехать на место лечения, получается, да? Мистер Морт. Захватил точку. Снипер. Амадеус стоит на базе, просто не шевелясь. Не двигаясь. Так, может, хп мало? Надо что-то делать, друг мой. Надо делать, иди хилься. Морт, иди, езжай, пожалуйста, на точку хила. Вот, снипер. Ну, сейчас я, к сожалению, возродиться больше не могу только наблюдать за тем, что происходит в игре, и комментировать. Что ж, мистер Амадеус отважно стоит на воротах, защищает точечку свою, никому не дает сюда приехать, говорит, а мои союзники сами разберутся, сами поедут вперед, сами все сделают. Ну что ж, возможно, это ошибка, а может быть и нет, может какая-то гениальная стратегия, все-таки Амадеус решил выехать из своей точки. Посмотрим, чем это все закончится. Видите, вот туда даже, аж... Вы видели, вот сюда кто-то стрельнул, вот сюда кто-то стрельнул, интересно, кто же это может быть. А, вот он, мистер Space Wolf. Так, смотрим, мистер Морт, осталось 2 жизни. Специально, понимаете, для такого биома пустынного мистер Морт выбрал такой специфичный, интересный скин, заставляющий его сливаться с местностью. Он, как, знаете, как страшный хищник, как, знаете, как пустынная лиса или пустынный песец. Даркаона Драгон, добрый вечер всем смотрящим, привет, тебе тоже. Мне понравились зимние аватарки, надо зайти сегодня поиграть. Да, конечно, заходи, зимние аватарки супер класс, и зимние скины тоже. Вот, мы пока что, видишь, как я уже тут отлетел полностью. Все, что я могу делать, это смотреть, как играют мои союзники и комментировать их действия. Вот. Что ж, мы только что говорили о супер интересном передвижении нашего союзника Морта. Он как хищник, как пустынный лис. Вот, выбирает свою жертву и пытается заехать к ней с тыла, чтобы выбрать удобную позицию для атаки и разорвать ее в клочья. Вот, мистер Бурам и Мойс не дают союзнику нашему выехать из точки и тоже расстреливают. Смотрим, теперь остался в живых мистер Амадеус, да, вот, и Снипер. Вот, кстати, я вот могу ошибаться иногда, называть всех мистерами, да, может быть это и мисс, да, но если где-то я буду ошибаться, пожалуйста, пишите в чат, если вы знаете, что это точно не мистер, да. Я буду говорить, что вот пилот. Я когда говорю мистер, я имею в виду пилот, да, пилот может быть и мисс, и мистер. Поэтому пока что вот. А зачастую некоторых игроков я знаю, ну, лично, да, лично общаюсь с ними, да, и периодически играю, ну, вот. Поэтому смотрим. Смотрим. 2 моих союзника, Амадеус и Снипер, решили то, что нужно сыграть более сейвово, то есть остановиться и дефать базу. Да, видите, сейчас, как только игра переходит из стадии early game в mid game, а из мидгейма в лейтгейм, то ставки повышаются. Вот, поэтому никто не хочет ошибаться, никто не хочет делать таких вот рисковых моментов, кроме Геннадия, да, Стремлера. Вот, и все держатся друг за друга очень сильно. Так, смотрим. Мистер Снипер пытается вывести из строя КамАЗа. КамАЗ пытается ускориться и уехать, но не получается. Мистер Снипер получил дебаф быстрее, раньше. То есть Амадеус видит то, что он, в принципе, толстый и может ехать вперед, дефает своих союзников, говорит: не стреляй в моих друзей, стреляй в меня, мне фиолетово, у меня есть пассивная способность, стреляй, пожалуйста, по мне. Вот. ХП очень много, прочности тоже, я хилюсь, регенюсь. Мистер Морт пока что... только что убили нашего союзника Снипера, но мистер Морт стоит в виртуализации. Вот. И пытается наш союзник Амадеус убить Space Wolf'а. Пока
Смотрим, пока смотрим. Дракончик, да, вот, все верно. Амадеус тоже любит дракончика, вот особенно вот этот красный, яркий скин с огнем. Ну, типа, знаете, мы это, никого не боимся. Вот. Очень долго живет Амадеус. Этим, конечно же. Вот, пока что, какая же это игра, знаете, сплоченная. Пока что Амадеус берет на себя весь урон. Второй союзник Морт просто ставит мины и делает даблкил и трипл килл. Так, взрывается КамАЗ. КамАЗ находится пока что в состоянии не готовым к бою. Мистер Морт в инвизе, прорываясь на вражескую точку, видит то, что сейчас совсем чуть-чуть, через 4 секунды на карте появится точка, которая даст ему броню, и, наверное, мистер Морт хочет пойти захилиться. Я бы именно так и сделал. Да, вот, смотрел, потому что одна последняя жизнь осталась. Что ж, а мистер Снипер и Амадеус тютелька в тютельку, бок о бок, как настоящие спартанцы и либо римляне, не дают в обиду друг друга. Да, вот смотрим. Смотрим. Игра, ставки повышаются, интереса становится все больше. Красавчики, да, без сомнений, смотрите, какие у меня хорошие союзники. Единственное, что я слился как нуб в начале, да? Первый отлетел. Ну что ж поделать, будем смотреть. Морт, выживай. Хилимся, живем. Морт, друг мой, тебя только что просветил Мойс. Мойс хорошо играет, он знает, как работает способность невидимость, да и как работает способности у киборга. Осталось совсем хп чуть-чуть, один единственный столбик. Это примерно 50 единиц прочности. Выживай, друг мой, уезжай, хилься. Пытается наугад мистер Бутрам выстрелить, но все-таки ему получилось просто наугад. Уничтожать остается в игре только 2 танка, 2 против 4. Что ж происходит? Мистер Амадеус вместе со Снайпером с двух сторон зажимают вражеского киборга. Это мистер Мойс и... не киборга, прошу прощения. Вражеский танк, и его уничтожают. И что ж, враги тоже не клыком шиты, да, клыком-лыком. И дают ответный удар. Что ж, как, знаете, как Империя в свое время давала ответный удар, точно так же враги делают. Друг, Амадеус, выживай. Пассивка очень сильная. Живи. Его стреляют со всех сторон. Никто не понимает, как работает пассивная способность у мистера Амадеус. Амадеус знает. Он говорит, чем больше вы меня стреляете, тем больше я хилюсь. Стреляйте. Включая свою способность на разлив топлива, говорит, езжайте по топливу. Я тем более бы первый отлетела. Вот, да. Говорит, езжайте по раскаленному топливу, да, вот. И все-таки... совсем чуть-чуть и умер, да, вот. Смотрите, осталась одна жизнь у Снипера и 2 жизни у Амадеуса. Я бы на месте Снипера сейчас подождал бы, пока рейсится Амадеус, и ехал бы вместе, да, только вместе, только вперед, да, вот. У врагов хочется отметить то, что 4 жизни, а здесь 3 жизни. Если делать все правильно, все качественно, да, то вроде бы все окей. Но с другой стороны, знаете, такие вот танки, которые наносят очень много урона за короткий промежуток времени, они уже выбыли, их нету. Урон от Снипера, то есть от киборга и от танка. Дракон, он очень фиксированный, и он растянутый по времени, да, поэтому, чтобы побеждать, здесь нужно какая-то, знаете, вот такая спартанская, именно спартанская хитрость. Помните, как спартанцы в свое время, да, воевали в количестве 300 единиц против целой армии персов? Именно так и должны что-нибудь придумать наши союзники. Не так давно проснулась, чайку попила, покушала, включила комп, работу и стрим. Смотрю, настроение отлично. Это супер хорошо. И работать, и стрим посмотреть, и чай попить. Это правильно. Вот. Итак, заезжает мистер Мойс. Сразу же дает дебаф по 2 союзникам. И как только дебаф получили, с 2 сторон заезжает мистер Бутрам и КамАЗ. Что же происходит дальше? Наверное, Плюшкин, наш ближайший союзник, отъедет. Да, это был мистер Снипер, но его заменил мистер Плюшкин. Ну что ж, у Амадеуса осталось 2 жизни, но что же будет дальше? Его уничтожают, никак не дают ничего сделать.
Амадеус хилится и стреляет. Хилится, хилимся и стреляем. Смотрим, что же будет дальше. Разбрызгивает свое топливо, говорит: хотите, стреляйте, убивайте. Не хотите, не убивайте. Растянулась игра по времени очень сильно. Уже 17 минут осталось. Через 19 минут останется последняя жизнь у мистера Амадеуса. Да, вот, наверное, для врагов в такой ситуации гораздо профитнее и интереснее заранее захватывать точку, чтобы такого больше не было. Вот. Да. Ну вот. Получается, один матч, он прям растянулся на 20 минут. Так, видим, Амадеус резнулся, а до последней жизни. Ну что ж, друг мой, не получилось у нас выиграть, скорее всего, да, вот. Поэтому отдай свою последнюю жизнь за наибольшую цену. Постарайся выбить на наибольшее количество хила. Может быть, кого-то и заберешь с собой в таверну. КамАЗ стреляет в заднюю часть корпуса Амадеусу, именно потому что в задней части корпуса наименьшее количество брони, да, вот, и получается урон. Видите, враги четко чувствуют, в какой момент танк хилится, а в какой нет, да, поэтому не атакуют. Знаете, ой, вы, Амадеус один остался, да, один остался, ну что ж, враги молодцы, все сыграли хорошо, мы немножечко не доиграли. И за счет этого игра прямо растянулась на очень долгий промежуток времени. Но было интересно. Мне даже самому было интересно, знаете. Мне даже интересно было, чуть больше интереснее было комментировать, чем играть. Потому что такая вот интересная, немножечко спортивная игра получилась. Вот. Поэтому вот такие вот штуки. Ну что ж, если бы можно было бы похвалить, я бы похвалил. Но не получается. Смотрите, Бутрам. Наибольшее количество киллов. 12. Интересно. Интересно, девки пляшут. Вот все мои друзья, они уже в бою. Такие вот дела. Вот оно что. Да? Давайте-ка, наверное, мы и на механика тоже наденем какой-нибудь скин. Да? То есть изначально механик должен быть у нас зеленым. Это его дефолтный скин. А мы используем вот такой вот синий. И, наверное, к нему можем сразу же какой-нибудь красивый новогоднюю игрушку прицепить. Давайте, какой красный, да? Красный, либо синяя елочная игрушка. Новогодние игрушки. Хлопушки там. Песня, да? Как правильно, я не очень помню. Поставим вот так вот. Куда-нибудь сюда забацаем. Хорошо. Вот она. А увеличить будем? Нет, увеличивать, наверное, не будем. Игрушка должна быть именно такой вот. Все, поставили 25 ареса. Ну, в принципе, у нас 25 ареса есть. И мы, в принципе, можем действительно потратить. Красота какая? Да, согласен. Красота. Красота просто нереальная. И причем 50 боев. Это вам не 5 боев, это 50. Ну что ж, я, в принципе, готов стартануть следующую. Поехали. Знаете, если бы в этой игре были бы турниры, я бы, наверное, взялся их комментировать частично, потому что это интересно. Вот такие дела. Видим, что игрок под никнеймом N. Первый уровень, молодой игрок. Молодой игрок. Так. 24 секунды до старта. Готовимся. Давайте посмотрим. Вот моя игрушка по левому борту. Такая вот красивая, елочная. Мы, короче, в теме. Мы понимаем, да, что сейчас просто так вот выезжать без игрушек, без наклеечек вообще не камильфо. Вот, и мы наклеили себе. Вот мы модные. Как писал в своей книжке Лев Николаевич Толстой, не камильфо. Да? По-моему, он писал, сейчас, знаете, в какой книге? По-моему, в юности он писал об этом, да? Детство было 16, да, это было в юности, точно помню. Автобиографическая повесть «Юность». Мистер Снипер в прошлой игре аж устал немножко.
Вышел из игры раньше времени, но ничего страшного. Сейчас мы захватим точечку. Да, смотри, что-то там творится, мистер Мойс. Все, стреляю в массе... Вот, как быстро. Так. Давай, друг мой, давай, снипер, я нападаю, помогай мне, помоги, помоги мне. Помоги мне, помоги. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Я буду тебя хилить. Я кинул дебаф на Мойса, и сейчас на тебя хил буду вешать. Повесил хил, повесил, повесил. Повесил. Не боись, воюй, не боись, воюй. Так, Морт, Мартислав. Мартислав, 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 Мартислав. Один выстрел, один выстрел, один выстрел, один выстрел. Да нет, господи! У меня была перезарядка основного орудия. Сделайте один выстрел, союзнички мои. Ну что же так не так, а? Мистер Микау. Нужно было всего лишь один выстрел сделать, чтобы убить Мойса. Так. Мистер Микау у нас застрял. Давайте-ка его будить. Алло, просыпайся. Wake up, мистер Микау. Raise your hands up and go. Go fight. Да, это были уроки английского by Play With Me. Да. It is very good language. English language. Вот, поэтому выезжаем дальше. Вот тут, конечно, нас засада ждет ярая, лютая. Давайте-ка уйдем в невидимость, неуязвимость и будем стрелять вот отсюда. Никто нас не видит, никто нас не знает. Не стреляй в меня, алло. Я ж в невидимости, ты не должен меня видеть, почему ты меня стреляешь? Не стреляй. Так, союзники, алло. Поехали, снипер, снипер. Уезжаем. Вот они втроем. Короче, хилю Морта. Я сейчас умираю по-любому. Нет шансов. Получил весь залп в лицо. Будем что-то думать. Думать, как быть, что делать. На секундочку подфризило. Но это первый раз за стрим на сегодняшний. Так. I droned. Так, нас немножечко закрутило. Нас закрутило. Закрутило, завертело. Посмотрите, как у него это колеса светятся. Так, Need for Speed Underground. Да, не вставай ты под меня, я просто сейчас не могу. Я... Морт, живи. Нет, не получилось, не успел. Не успел тебя засейвить, я... Так. Как думаете, мистер Н, он один, либо тут еще кто-то есть? Давайте думать. Если ты поедешь, почему-то никнейм у него поменялся, союзник моего. Не стреляй, Мойс, не стреляй. Контроль, конечно, лютый. Сильный. Подождите. Снипер? Мне кажется, или у меня в команде два дракона. Или мне не кажется... Ой, два дьявола. Или мне не кажется. Смотрите, мой союзник пока что захватывает точку С. Я стараюсь заниматься отвлечением внимания на точке H. Я не могу отсюда уехать. Если я уеду, то все союзники пойдут перехватывать другие точки. Поэтому я должен. Моя обязанность отвлекать внимание. Так, Паламан. Вот он тут. Вот он тут. Вот они тут ставят свои нехорошести. Так, все уехали. Есть шанс пока что воспользоваться моментом. Встать, пока меня никто не видит.
Не стреляй, не стреляй. Все, я в невидимости, неуязвимости, все, меня нет. Меня тут нет. И захватываем точку. Отлично. Взяли второй уровень. Все, увидел меня? Нет, все, я ушел. Меня нет. Меня тут нет. Меня тут нет. Меня тут нет. Тут нет, тут нет. Давайте стрелять. Держись, Геннадий. Я держусь изо всех сил. У меня тут союзники есть, видите, хорошие. Поэтому я не боюсь. Да вы шо, там что за какой демось лютый был, кстати. Он получил весь урон в себя в лицо. А, потому что это был усилитель урона исходящего. Мистер Паламан. Мистер Паламан. Все. Мистер Паламан все поломал. Все поломал мистер Паламан. Он хочет захватить точку, а я ему не дам захватить. Я буду хилиться и встану прямо вот так вот. Стреляй в меня теперь. Попробуй. Все. Въеду в тебя вплотную и видите, пока что я вплотную, ему тяжелее, да, вот. И смайлик такой классный. Танцующий дэнсинг. Опа! Это на меня, кстати, сейчас сработало. Это вот вражеский КамАЗ. КамАЗ, кстати, молодец. Сейчас сыграл. Хорошо. Развалил меня. Так, все, выезжаю. Так, как думаете, имеет ли смысл дальше выезжать на точку H или можно поехать на F? Вижу то, что на F у нас едет много танков, а именно 3. Наверное, имеет смысл дать союзникам захватить ее, а здесь как можно дольше постараться вилять и привлекать внимание на H. Ну, потому что это мой геймплей такой. Если враги на меня агрятся, значит, что они не агрятся на моих союзников. И это положительно. Да вы шо, тут три героя, 3 танка. Сейчас мы тут придумаем что-нибудь такое. Я сейчас спрячусь здесь куда-нибудь. Спрячусь. Не видите вы меня. Все, я тут спрятался. Я это... Меня не видно, короче. Ах ты что такой. Проказник, неугодник. Негодник. Проказники со всех сторон меня окружают. Я буду сейчас как-нибудь мансовать. Манс-налетчик. Мансер. Ай-яй-яй. Не надо. Ну ладно. Смотрите, опять же, да? На себе держат 3 танка. Союзники играют на других точках. Какой красивый, кстати, скин киборга. Эрителиус. Никнейм, кстати, смотрите. Эрителиус. Эрителиус, такой прикольный ник. Он походит, знаете, на такого... Есть такой комментатор, очень знаменитый, российский. Эритель. Девушка. Она комментирует киберспортивные турниры. Вот и здесь, видимо, отсылка к ней. Видимо, игрок под ником Эрителиус очень любит этого комментатора. Так, Морт, я еду спасать тебя. Так, надо прям выезжать скорее. У него сейчас может быть хп быстро уменьшится. И нужно прямо сейчас вешать, сразу заранее вешать. Вот так, повесили. И будем стрелять. Все, я повесил хил. Нужно, не, надо стрелять вот этого. Завод Сибириан, вот этого, который ближайший. И сейчас, когда... Так, хил вешаем. Ох. Так, вешаем хил на союзника, да? Спасай меня, друг мой. Хорош. Я
сделал все, чтобы засейвить союзника. Смотрите, я засейвил Морта, Морт сразу двоих развалил. Чисто в Солянова, соло, прямо гений на Морте. Я просто дал ему хил вовремя, засейвил его, и он двоих убил. Трипл килл КамАЗ, пока что мы тут воюем. КамАЗ рэмпейдж делает, всех убивает КамАЗ. Что ж, мистер Эрителиус, либо мисс, точно не знаю как. Наверное, не получится на своих, но видите, мы прям тютелька в тютелька шли. Хоть я и не сделал ни одного убийства, у меня 6 ассистов. Вот. И я играл, знаете, очень-очень... По карте я очень, знаете, разматывал игроков. Не давал им поехать туда, не давал им поехать сюда. Видите, как оно хорошо сыграно. Ну что ж, наверное, осталось сыграть... Ну, то есть, я сыграю следующую карту, последнюю, ластовую, да, но перед этим мне нужно отлучиться на секундочку, опять же, за водичкой. Буквально чуточку. Давайте-ка пока что я там отхожу, вы посмотрите, какой у меня красивый танк есть, да, и какой у меня красивый на этот шторм, на танк шторм у меня есть наклеечка в виде оленя. Я скоро вернусь. Так, а вот и я, Треблер на месте. Я сейчас хочу следующую игру сыграть непосредственно на Штормиславе, на Штормчике, поэтому поедем Ластецкую. Пишет у нас в чатике на ютубе Пуфыстый КамАЗ, что жаль, Сереги нет, игралось бы веселее. Согласен, очень жаль, что Сереги нет. Вот, а какой, неважно, да? Ага, все, вижу. Вот они, друзья мои. Вот, и пишет мистер Мойс, 3 игрока бесконечности. Да, не могу с этим не согласиться. Хоть не совсем понял, что это означает, 3 игрока бесконечности, но не согласиться с этим я не могу. Ха-ха. Так, теперь я буду на Штормиславчике. The Last. Нет, читать не буду это слово пока что. Мне не совсем понятно, что это означает, поэтому читать не буду. Нинте Про Ра Кормен. Из 2. Тоже пока не совсем понял. Сейчас поедем. Мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся. У меня оленей. Камуфляж. Эмблема. Ну что ж, у нас контроль маяков, Квирин, промышленный комплекс. Поехали. Хочу сказать, что вот в этом режиме КамАЗ один из самых сильных игроков, которого я только видел. Если бы полный состав, веселее было бы. Наверное, да. Наверное, согласен. Вот, вижу то, что... Опять же, я говорил о том, что на этом режиме один из самых сильных игроков это КамАЗ. Он прямо всегда, когда против вас играет, он очень сильно бесит. Непонятно, как он где-то там
появляется из ниоткуда и в это же никуда исчезает, невозможно поймать, невозможно уничтожить. Вот, поэтому нужно быть востро. Но мне повезло, КамАЗ за меня сегодня. Конкретно в этой игре за меня, поэтому я прямо думаю, что эту игру должен побеждать. И друг мой Мойс тоже, кстати, за меня. Нужно только стрелять. Видите, у нас сейчас с КамАЗом скины такие одинаковые, синенькие. Так. Кто из нас, из союзников, захватывает точку? Видимо, это точно не КамАЗ и не Мойс, поэтому захватывать точку буду я. Кто еще, если не Стремлер? Да вы шо? Вы что, быстрее меня доехали до точки? Это плохо. Это плохо. Все, я заехал и буду отсюда дефаться. Смотрите, вот это мой. Не, солнце, вот оно. Солнце, вот оно. Где? Вот оно, солнце, поэтому вот. Олень мой красивый, вот так вот видно. А если вот так вот встать, олень это не видно. Видите, если был у нас олень бы фосфорный, он бы светился. Но олень не фосфорный. Олень такой, знаете, матовый. Матово не фосфорный. Союзничек мой. Ден Мати. Диан Мати. 60. Борода 0.95 стоит на базе AFK. Ох, хорошо. Подожди. Все, я понял. Так, мистер Бир. 4778. Видели, что сейчас произошло? Только что он исчез и зашел, получается, вместо него игрок. Мистер Бир. У нас один игрок-то не прогружается вообще никак. У меня, кстати, такое было. Посмотрите, кстати, вот. Дракон, The 8 Sin. The 8 Sin. Ну, то есть, получается, это не сын, да? Не сын, который мамин ребенок, да? Sin означает, что это 8, получается. Знаете, давайте я выйду и не буду захватывать, потому что хочется пострелять. Это получается, что 8 грех, что ли, да? Есть же 3 греха. Ой, 7 грехов. А здесь 8 грех. Как хорошо. Давайте я стрельну куда-нибудь. Надеюсь, кто-нибудь из союзников догадается доехать и захватить точку. Хорошо, Мойс. Чё, Мойс, давай заедем, глянем. НРКХ, да. Клем С. Сейчас я сделаю залп. Мистер Эндрю. Оу, май гаднес. Мистер Эндрю. Грех, да. Но мы четко знаем, что син по-английски это не сын по-русски. Это так оно и есть. Все, да. Так, в кого стрелять? Вот в этого будем стрелять, танка. Он просто ближе находится, поэтому сейчас перезарядка и... Оу, майн. Какой хороший залп, какой хороший Геннадий. Как отлично было сыграно. Никто из союзников не хочет захватывать точку, но значит будем захватывать вражескую. Так, Лемон Эмперор. Так. Давайте разгонимся, немножечко отъедем. Прямо сюда отъедем. Спрячемся. Перезарядка у нас еще 6 секунд. После 6-секундной перезарядки мы сделаем залп и сразу же делаем второй залп. Вот сейчас будем стрелять в того, у кого хп мало. Вот. Это вот, скорее всего, Телат Шитбендер. Оу май. Так, нажали вот эту вот неуязвимость. Ой, хорошо. Укрепили все, что можно было укрепить. Мы тут с КамАЗом чисто занимаемся диверсификационной деятельностью. Чисто диверсанты. Чисто разведчики.
Вот оно шо. Ой, хорошо, хорошо. Посмотрите, какой красивый у меня танк. Просто бомбезный. А вот это еще эффект, когда треугольнички сзади летают. Это просто невозможно. Этот эффект просто невозможно красивый. Очень, очень приятный. Очень приятный на взгляд. Ну, типа, на глаз. Для глаза приятный. Вот. Именно это хотел сказать. И ты понимаешь, что этот эффект возникает тогда, когда кто-то из союзников нажимает вот, конкретно Паламан, вот эту способность свою, увеличивающую исходящий урон. И тогда, ну, типа, все прям супер. И еще видите, вот я сейчас нажму, вот у меня сам скин синий, да, голубой, зимний называется. У меня способность, которая хилит, ну, типа, которая бабл, это тоже синий, да. И вот эта способность, которая нажимает союзный танк Баламан, она тоже синяя. Там треугольнички, все дела. Очень красиво. Так, нажали. Бабл. И мы сейчас неуязвимы. Мы такие вот ездим туда-сюда. Стреляй в меня. Хочешь стреляй, не хочешь не стреляй. Все, разогнались. Рэмпейдж. Мистер КамАЗ сделал Рэмпейдж. Спасибо всем. Ну что ж, дамы и господа, это была последняя игра на сегодняшний день. Но не последняя на сегодняшнюю неделю. Поэтому на следующий стрим, а именно в среду в 19:00, я всех вас жду на своем стриме. Прямо на этом же канале, который также будет на ютубе, да, exotanks.com, который будет также транслироваться и в Steam. Вот, хочу сказать, что сегодня у нас был немножко образовательный стрим. В начале игры мы рассказали о том вообще, что такое из себя представляет игра Exotanks, какие есть персонажи. Под персонажем я подразумеваю непосредственно боевые машины, это танки, экзотанки, потому что слово танки, оно слишком узкое, да, для определения всей полноты машин, которые здесь есть, да, потому что есть машины, которые немножко больше, чем танки, или немножко другие танки, да, они очень интересные. Мы посмотрели, с вами обсудили. Оу, КамАЗ, да, пишет, оу, да, оу, именно так. Поэтому всем большое спасибо, мы выполнили одно из 3 ежедневных заданий. Спасибо за стрим, всем пока, да, Даркоша, пока-пока, вот. Задание выполнили, понаклеили наклеечек. Одну игру даже мы полностью половину откомментировали, потому что очень рано отлетели. Поэтому хочу всех опять же поздравить, что сегодня 21 декабря, да, день, самая длинная ночь в году. 21 по 22 декабря, и после этой ночи все дни будут длиннее, ночи короче. И вот сегодня такой праздник большой, всех поздравляю. Также поздравляю игру Exotanks и их игроков с тем, что в игре появляется новая кровь. Новые игроки, мы их видим, мы видим, что игроки новых малых уровней, они появляются, мы стараемся их встречать. Вот, в общем, поэтому всем хорошего вечера, хорошей рабочей недели вам. Буду ждать вас у себя на стриме. Вот, хорошего дня. До свидания.